Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня буду вязать вот такую вот красоту. Вот смотрите, следочки спицами. На 5 спицах будем вязать. Спицы номер 2,5, сразу скажу. У меня уже партия целая готова. Значит, спицы нам понадобится 5 спиц номер 2,5. Сразу запряжу. Я буду вязать сегодня вот такие вот фиолетовые, сиреневые, как их назвать, даже не знаю этот цвет. У меня два оттенка. Совсем немножко понадобится светло-сиреневый и темно-сиреневый, да? Белый, немножко зеленых. Пряжа это у меня турецкий акрил. Вы можете вязать любой пряжей. Я даю расчеты на свой метраж, как я вязала. Все буду замерять опять же в сантиметрах. Значит, один моток у меня 240 метров в 100 граммах. Это акрил турецкий Дора. Вторые 250 метров в 100 граммах. Это тоже турецкий акрил. Вот для тапочек написано. Для следков. Значит, вот что у меня осталось из пары. Это у меня уже вторая пара. Одну я уже подарила. Так, значит, схема сейчас. Значит, по размеру, на размер 37, 38, 39 по ширине проходят длину. Определяем по своему размеру. Сейчас я сниму с манекена свои, замеряю. Если нога широкая или размер больше 39, 40, 41, у меня будет всего 58 петель. Я их уже примерила, все подходит. Наберем тогда на 2 петли больше 60. Ну, по ходу вязания еще это все буду говорить. Вот смотрите, вот такая вот очень простая. Это обвитие петель. Сейчас я выведу ее еще на экран. Это все буду вязать с обвитием петель. Вот по одной петельке. Самое, что есть простое, подобрала. Потом в конце вот эту вот стебель просто ниткой прошью. 13 рядов, по-моему, надо пересчитать, сколько высоту вяжется очень быстро. Поэтому я вот за неделю третью пару сейчас буду заканчивать за неделю. Значит, так, за пряжу сказала. Переходим к вязанию. Так, схему можете заскриншотить. Можете вязать вместе со мной. Я всю схему провяжу попетельно. Так, схему убрала. Теперь вот он следок. Значит, что мы сейчас сразу замеряем. Полностью 23 сантиметра. Растянули до 25. Это я полностью замерила. Если от пятки мерить, 22. Так, ширину. Что у меня здесь получилось? 10 сантиметров. Так, высота у меня до разъема. Здесь у меня 2 ряда, будет разъем. 12,5 высота. Так, ну вот так вот. Так, спицы номер 2,5. Темный цвет. Буду, наверное, называть темный и светлый, потому что здесь темный и светлый. Зеленый назову зеленым. У вас могут быть цвета отличаться, чтобы легче было ориентироваться. Сиреневый буду называть темным, а светло-сиреневым просто светлым. Темный и светлый буду говорить так. Если размер маленький 37, наберите 10 петель. У меня будет 12 петель. Сейчас я даже мысок вам, сам мысок замеряю. Мысок, ну вот смотрите, мысок 3,5 сантиметра, да, мысок у меня. Так, набираю. Так, 12 петель я набираю. 1, 2, сильно не затягивайте. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 набрала. Теперь длинную вот нить наперед перевожу. Сегодня самый простой способ буду набирать зачин делать. Все петли провяжу изнаночными сейчас. Тоже не затягиваем. Все петли провязываю изнаночными.
вы изнаночные вяжите тем способом, к которому вы привыкли. Я вот вяжу вот так вот. Иногда спрашивают, каким способом, за заднюю, за переднюю. Кто как вяжет, так и вяжите. В итоге получаются все изнаночные. Так, провязала 12 до конца. Теперь, что я сделаю? Сейчас вот из косичка вот у нас проходит. Подниму каждую дужку, и получится у меня еще 12 петель на второй спице. 1, 2, 3, 4, 5, 6, чтобы не слетели, 7, 8, 9, 10, 11, и вот она 12-я. Здесь немножко подхватили. Все, 12 петель подхватили. Теперь сейчас это дело перенесем на 4 спицы. Так, теперь провязываем сейчас вот этот вот ряд, все 12 петель до конца. Все это придерживаем. Одну спицу провяжу 12 и вторую провяжу 12. Со следующего ряда я начну уже делать прибавки в начале и в конце ряда. Так, что у меня здесь? Первая была провязана, я ее сниму. Хотя, по идее, нужно было провязать, но я ее сниму. Так, все вяжу лицевыми. Так, что-то тут с ракурсом. Чуть ближе поднесла к экрану, и вот у меня вроде бы телефон неплохой, но тем не менее. Так, провязываю все 12. Так, и последняя петелька. Провязали. Подвинули спицу. Теперь провязываем вторые 12. Эту ниточку потом ее закрепим. Так, вяжем до конца ряда, эти тоже 12 провязываем. Так, последнюю провязали. С каждой стороны провязала по 12 петель. Теперь вот такой вот получилось. Значит, по 6 петель беру на каждую спицу. Вместе с добавкой это получится 7 петель. Так, здесь я просто петли теперь переворачиваю. Первую провязала. Одну добавляю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это вместе с добавкой 7 петель. Так, теперь следующее, что у нас здесь осталось, 6 петель. И опять в конце ряда, не довязывая одну петлю, сделаем одну добавку. 3, 4, 5. Одну добавила. Последнюю провязали. Переходим на вторую спицу и точно так же провязываем, разъединяем на 2 спицы и делаем в начале и в конце ряда по одной добавке. Первую добавила. Вяжем до конца ряда. Так, пришла в конец ряда, опять одну добавила. И последнюю провязали. Следующий ряд будет по кругу без добавок. Значит, добавки буду делать через один ряд. Буду расширять мысок, прибавлять, получается, по 4 петли через ряд. В начале и в конце ряда. Так, провяжу этот ряд, а там уже дальше будем сами. Следующий ряд вот снимаем, далее вяжем.
как они смотрят без добавок. Так, что у нас здесь? Накид переворачиваем, провязала его. Далее петли все переворачиваю. Так, вяжу до конца ряда. Перешли вторая спица. У меня спицы короткие, 15 сантиметров всего лишь. Так, вот у нас опять эта добавка, провязываем ее. И последняя. Провязали. Точно так же провязываем вторые 2 спицы. Следующий ряд у нас будет с добавкой. Ряд без добавки, ряд с добавкой провязали. Значит, так я сейчас буду вязать. Расширю, пока у меня на каждой спице не будет по 14 петель. Потом в последнем ряду я уже вместе с добавкой начну делать узор, вводить в работу. Я там сейчас к вам вернусь. Сейчас расширим, пока не будет по 14 петель. Я к вам вернусь и будем вязать узор. Значит, вяжем мысок. Вот 14, 14. Следующий ряд у меня будет потом 15. И начну делать узор. Так, вяжем. Так, еще раз в конце, что тут. Все вяжу лицевыми. Так, провязали накид наш добавку. Все, новый ряд. Опять первую снимаем, делаем одну прибавку, вяжем до предпоследней петли, в конце ряда делаем одну прибавку. Расширю до 14 на каждой спице, к вам вернусь, будем вязать дальше. Так, провязала я мысок. Сейчас у меня на каждой спице по 14 петель. 28 и 28 это 56. Сейчас я буду делать последнюю добавку. На передних 2 спицах в начале, в конце ряда сделаю по одной добавке. Всего у меня будет 58. Если, как я говорила, размер больше или нога широкая, сделайте еще по одной добавке 60 петель, чтобы было. У меня будет 58. Вот в начале поставлю по добавке всего лишь. Так, теперь сейчас буду делать последнюю добавку и сразу узор начну. Вот такие вот, как это сказать, кружево такое буду вывязывать. Значит, первую провязываем. Последнюю добавку делаю, добавила. Еще одну провязала. 3 петли темные. Теперь белый цвет. 3 белым провязываем. Три петли темным. Так будем чередовать до конца ряда. Вот я сделала себе отметку, маркер, что это начало ряда у меня. Так, вяжем 3 белым, 3 темным, 3 белым, 3 темным. Три белым провязали, 3 темным. Так, идем в конец ряда. Так, пришли в конец ряда, осталось 2 темных петли. Перехожу на белый цвет. 3 белых у нас должно быть. Одно белым провязала, сделала последнюю добавку, добавила. Опять перехожу на заднюю сторону. Все, здесь я добавок делать не буду. Далее продолжаю вязать 3 темных, 3 белых. Единственное, что на пару петель узор не совпадет, но сейчас дойду до конца. 60 петель совпадает, 58 не хватает. Ну, разберемся сейчас с этим. Так, довязываем эти 2 спицы, провязываем 3 белых, 3 темных. Пришла в конец ряда. Последний у меня 3 темным, осталась одна петелька, я ее провяжу белым. Узор не совпал, смотрите, что у меня здесь получилось. Вот так вот получилось. Так, переходим на второй ряд.
Вяжем дальше. Так, здесь одна белым провязали. Теперь опять начинаем новый ряд. Одну белым провяжу. Получится не 3 белым, а всего лишь 2 белым петельки. Первую белым провязала. Далее одна темным. Две белым. Одна темным. Две белым. Опять одна темным. Две белым. Одна темным. Две белым. Так вяжем все 3 спицы. Идем в начало ряда. 2 белым. Так, у нас что получается? Вот эти вот 3 белых петли, посередине одна темная петелька выходит. 2 белых, темная, 2 белых, темная. Вяжем так до конца. Пришли в конец ряда, в начало ряда, то есть. Так, с чем мы тут заканчиваем? 2 темных, ой, 2 белых, одна темная. И опять у нас 2 белых. Закончили. Теперь все, на этом узор закончился. Далее все будем вязать белым цветом. Сейчас все ряды я провяжу 7 рядов белым цветом. Потом перейдем, будем цветочек вязать. Какая у меня здесь высота? Ну, 4,5 сантиметра. Далее перехожу на белый цвет. Темный цвет можно уже убрать, он нам не нужен. Здесь можно нитку сразу запутать вот так вот. Все, далее вяжу белым. Нитку провожу. И потом отрежу ее. Значит, сейчас провязываем 7 рядов белым цветом. Если мысок хотите сделать покороче, где этот мой следок, смотрите, вот здесь, тогда вот эта вот часть можно сделать ее уже. Провяжите, например, тогда у меня 7, ряда 4, и потом провяжем цветок, и, соответственно, вот эту вот часть тоже сделаем меньше, и сама вот эта вот белая лента у нас будет уже, и мысок будет короче. Это если совсем маленький размер. Вот так, значит, я провяжу 7 рядов сейчас, и к вам вернусь, и начнем вязать цветочек, лаванду, или у кого-то, может быть, будет желтый цвет, мимоза. Так, вяжем. Так, провязала я 7 рядов. В переходе начинаем вязать цветок. Сразу нарезала вот ниток немного, небольших таких вот. Так, темный, светлый и зеленый. Так, вот опять схема. Значит, сейчас первые 14 петель я провяжу белым цветом. И в этом ряду, в первом ряду, у нас будет всего лишь одна петля зеленым. Так, вяжем 14 петель, первый ряд провязываю белым цветом. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12 петель я сейчас провязала сразу нитку. Вот на две части ее разделила, перебросила, потому что, чтобы потом не делать большой протяжки. Пусть она вот здесь вот будет у нас 12, 13, 14. Теперь одну петельку обвиваем сейчас. Да что такое? Ну? Так, 14 провязала. Нить перевожу вперед. Сейчас медленно буду показывать. Назад.
опять вперед, провязала эту петлю и нить завела назад. Ну, я сразу обматываю 2 раза, но чтобы более было понятно. Нить назад завели, придерживаю, все. Далее все вяжу белым. Провязываем белым, идем в начало ряда. Так, это у нас первый ряд был. Вяжем до конца все белым. Второй ряд узора. Первые 10 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 петли обвиваем. Одну обвили, провязала ее. Теперь вторую. Обвили, провязала, подтянула, назад завела. 3 петли белым цветом провязываем. 1, 2, 3. Опять 2 петли обвиваем. Вот у нас следующая нить. Сейчас я эту петельку перенесу на вторую спицу, так будет удобнее. Провязали. И вторую обвиваем. Провязала, подтянула. Нить назад завели. Все, второй ряд. Узор закончен. Все, продолжаем вязать белым цветом. Возвращаемся в начало ряда. Оставшиеся все петли провязываем белым. Третий ряд узора. Первые 12 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Одна зеленым обвиваем. Обвили, провязали. Нить завела назад. Все, в этом ряду одна петелька у нас. Дальше все провязываем белым цветом. Идем в начало ряда. Четвертый ряд узора. Первые 10 петель провязываем белым цветом. 6, 7, 8, 9, 10. Одна зеленым обвиваем. Провязали. Нить завели назад. 5 петель белым. 1, 2, 3, 4, 5. Одна темным
темно-сиреневый у меня. Ой, по камере. Все. Это у нас какой 4-й ряд. Темно-сиреневый, темный цвет сделали. Далее все вяжу белым. Довязываем белым, возвращаемся в начало ряда. Пятый ряд узора. Первые 8 петель провязываю белым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 петли зеленым обвиваем. Одну обвили, провязали. Теперь вторую. Нить завели назад. Далее 3 белым. Светло-сиреневый цвет, светлый. 1 светлым. Одна петелька остается, я ее переношу на спицу, потому что она соскакивает, убегает. Так, после 2 зеленых 3 белым, теперь 1 светло-сиреневым. Нить наперед. Провязали белым. Подтянули, завели назад. 1 белым. И опять 1 светло-сиреневым. Подтянули и назад. Все, 5-й ряд. Вяжем до конца, белым цветом заканчиваем. Точки, пока непонятно. Довяжем, когда, вот смотрите, полностью сейчас провяжем этот цветок до конца, потом уже вышьем вот эти вот веточки, и будет все в ажуре. Так, 5-й ряд заканчиваем вязать белым. 6-й ряд узора, первые 12 петель провязываем белым цветом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, зеленый цвет нам больше не нужен. Мы отрезать не будем. Вот так вот свернуть и в самый низ спрятать. Когда закончим вязать цветок, потом проденем эту нитку в иголку и прошьем сразу веточки. Поэтому сейчас пусть они вот там вот у нас полежат. Так, 12 белым провязали. 1 темным. Значит, здесь что можно сделать? Вот у нас 2 нити здесь шло. Я их перебрасывала. Перебрасываю. Хотела подвязать. Нет, здесь протяжка небольшая, 4 петли, поэтому я ее протяну. Значит, 1 петельку обвиваем.
нить назад. 12 белым провязали, 1 темным. Далее 1, 2, 3, 4, 5. 5 белым провязываем. Опять же, вот вяжем по схеме, где мы сейчас находимся. Вот здесь вот. 1, 2, 3, 4, 5. 5 белым, 1 темным, 1 светлым. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 5 провязали. Так, далее 1 темным. Так, можно сразу 2 раза и назад завести. Провязали. Далее 1 светлым. Один раз обвела и 2 раз. И провязываем. Провязали, нить назад. Все, дальше вяжем белым цветом. Это у нас какой? 6-й ряд, да? Угу. Довязываем до конца все белым. Идем в начало ряда. 7-й ряд узора. Первые 9 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 провязали. Далее 1 светлая, светло-сиреневая у меня. Обвиваем. Провязываем ее. Подтянули. И назад завела. 7 петель белым. 1, 2, 3. Здесь надо ниточку поднять сзади. 4, 5, 6, 7. Одна темная, темно-сиреневая у меня. Обматываем, обвиваем. И провязываем. Провязали, подтянула и назад. Далее 3 светлым цветом будем обвивать, светло-сиреневым. Первую обвили, провязали. Вторую точно так же. Обвили, нить наперед, провязали. И третья. Вот сразу ее сейчас тоже провязали. Все, оставшиеся петли все вяжем белым. Это у нас был 7-й ряд. Так, здесь подтянула. Тоже подтянули. Так, довязываем до конца. Возвращаемся в начало ряда.
8 ряд узора. Первые 10 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель провязали. Одна темным. Так, где у меня? Вот он тут остался. Протянем. Одну темным обвиваем. Сейчас эти нитки убрать. Нить наперед завели. Еще раз наперед. Провязываем. Нить назад. 3 белым. Опять одна темным. Провязали. 4 белым. 1, 2, 3, 4. Одна темным. Какая самая близкая нить лежит, то и берем. Одну темным обвиваем, темно-сиреневый у меня. Да, вот сразу 2 раза можно, вот так вот быстрее дело будет обвить. 2 раза обвила, провязала. Одна светлым. Обвиваем, обматываем. Обвили 2 раза, провязали. И опять одна темным. Все, провязали. Это у нас какой 8 ряд. Все до конца вяжем белым цветом. Осталось совсем немножко, 5 рядов. Белым цветом идем в начало ряда. Все провязываем лицевыми, все спицы. 9 ряд узора. Первые 8 петель провязываем белым. 2, 4, 6, 8. Одна темным цветом. Одну обвиваем темным. Четыре белым. Одна темным. Обвили, провязали. Одна светлым. Так, 8 ряд. На этом все. Довязываем все до конца белым цветом. Так, подтянули. Что у нас здесь? Заканчиваем 8 ряд. Довязываем все белым. Я сказала, заканчиваем 8 ряд. 9 ряд. Это я оговорилась. Смотрите, где мы остановились. Вот здесь вот мы остановились, да? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Это у нас был 9 ряд. Сейчас будет у нас 10 ряд. Вот он. Так, 10 ряд. Первые 8 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одна светлым. Светло-сиреневым одну петельку обвиваю. И провязываем ее. Обвили и провязали белым. Далее следующая, одна темным. Провязали. 3 белым. 2 светло-сиреневым, светлым. Так, первая обвили. Что я тут перекрутила? Первая и вторая. Так, 2 светлым, светло-сиреневым у меня. И одна темно-сиреневым. 2 светлым цветом, одна темным. Обвиваем, провязываем. Так, 2 светлым, следующая темная. Подтянули. Так, все, это 10 ряд. Вяжем все до конца белым цветом теперь. Заканчиваем. Возвращаемся в начало ряда. Одиннадцатый ряд узора, 7 петель белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Одна темным обвиваем. Притяжка большая, хотя нужно было подвязать новую нитку, но на видео пусть уже будет так. Так, одна темным. Две светлым. Выскочила. Одну светлую обмотали и вторую обматываем тоже. Подтянули нить назад. 4 белым провязываем. 2 светлым. Так, одна светлым. И вторая. А то одну обмотали, вторую обмотали. Сейчас сразу заведу назад. И провязали ее. Подтянули. Все, 11 ряд узор здесь заканчивается. Все, далее, дальше все вяжем белым цветом. Здесь подтягиваем. Заканчиваем ряд. 12 ряд узора, первые 7 петель провязываем
белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 светлым. Светло-сиреневый у меня. 2 петельки обматываем. И вторую обмотали тоже. 6 белым. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 темным. Провязали, обмотали, провязали. Все, оставшиеся петли до конца ряда все провязываем белым цветом. Это у нас какой? 12 ряд, остался 1 ряд. Заканчиваем, возвращаемся в начало ряда. Так, 13 ряд, это последний ряд. Первые 7 петель провязываем белым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 темным. И все, оставшиеся все будут белым дальше. Очень большая протяжка. Нужно было, вот смотрите, что я здесь огород нагородила. На каждый вот этот вот цветочек нужно было по отдельной нитке подвязать. Но я по-быстрому на видео, поэтому у меня получилась сзади большая протяжка. Вообще-то я их не делаю. Отдельную нить подвязываю. Даже вот приготовила, но в попыхах пока снимала. Так, 7 белых и 1 темная, темно-сиреневая у меня. Все. Оставшиеся все до конца вяжем белым цветом. После этого провяжем еще 4 ряда белым. Потом зачистим эти все хвостики. Вывяжем сразу, вышьем веточку. Значит, сейчас довязываем все белым. И еще провяжем 4 ряда белым. Так, провязала 4 ряда. Теперь сейчас сразу давайте зачистим вот эти вот хвосты все. Зеленую нитку сразу в иголку вдену. Попрятать вот эти вот хвостики. Под петелькой протяну аккуратненько это все. Вот второй. И так вниз под петельками попротягиваем. Все. И остальные точно так же сделаем. Теперь, ой, господи, вот эти вот веточки сейчас прошьем. Так, иголку аккуратненько вот здесь, чтобы не запутывать. Так, второй хвостик. Вторую нитку затянула. Ну. Опять ввели. Прошили. Так, и третий.
Все, прошили. Далее идем вверх одну веточку, потом вторую вниз и опять вверх поднимаемся. Вот по клеточкам смотрим, где у нас здесь. Еще раз. Видите, хвосты до конца не убрала, теперь просто длинные стежки вот такие вот делаю. Будет такая у нас ветка. Так, где дальше у нас здесь? Вот где она заканчивается. Вот сюда ведем иголку. Так, первый сделали. Точно так же сейчас пойдем второй. У нас вторая нитка еще осталась, а со второй нитки можно второй начать вышивать. Значит, зачищаем край, вышиваем стебель. Я к вам вернусь и пойдем вязать дальше. Так, все, закончили с цветком, вывязали стебельки. Теперь здесь я провязала 4 ряда белым. Заканчиваю точно так же, как и начинала, только в обратном порядке, в зеркальном отражении. Так, подвязываю сразу сиреневую темную нить, основной цвет. Так, что у нас здесь теперь идет? Так, первое провязываем белым цветом. Одна белым, одна темным, сиреневым. Две белым. Одна темным. Две белым. Одна темным. И так будем чередовать до конца ряда теперь. Две белым. Одна темным. Опять две белым. Одна темным и две белым. Провяжем все 4 спицы так. Две белым, одна темным и две белым. Так вяжем до конца. Довязали ряд до конца. Второй ряд переходим. Первые 3 петли основным цветом я провязываю темным. 1, 2, 3. 3 белым. 1, 2, 3. Опять 3 темным, 3 белым, 3 темным, 3 белым. Так будем чередовать до конца ряда. Все, на этом узор у нас закончится. Дальше будем вязать все основным цветом. Так, что у нас здесь получается? Вот эта вот точка должна совпадать. Совпала. Так, заканчиваем этот ряд. 3 темным, 3 белым, 3 темным, 3 белым. Довязываем до конца. Довязали ряд до конца. Белый цвет мне больше не нужен. Я его обрезаю. Сейчас эту нить запутаем здесь, закрепим. Все, далее продолжаю вязать темным цветом основным. Сейчас я провяжу 4 ряда по кругу, а потом перейдем к разъему. Значит, продолжаю вязать все лицевыми, 4 ряда провязываю. Опять же, если мысок хотите покороче, чтобы мелкий был, тогда можно провязать 2-3 ряда всего лишь. Нитку сейчас затянем сюда. Так, все. Вяжу все темным. Провяжу 4 ряда, к вам вернусь. Что у нас здесь получилось? Вот как начинали, так и закончили. Так, провязала 4 ряда основным цветом. Теперь сейчас я провяжу 2 ряда в середине изнаночными,
Остальные все буду вязать лицевыми, потом сделаю разъем. Значит, сейчас что мы делаем? 6 петель провязываю лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 петель провязываю изнаночными и оставшиеся 6 петель провязываю лицевыми. 18, 6, 6, 12, получается 30. У меня впереди на 2 спицах было 30 петель. Так, 18 петель провязываю изнаночными. И оставшиеся 6 провяжу лицевыми. Так, 18 провязала, оставшиеся 6 довязываю лицевыми. И задние 2 спицы провяжу все лицевыми. Все провязываю лицевыми. Иду в начало ряда. Довязываем до конца. Так, в следующий ряд все полностью 4 спицы провязываем лицевыми. Следующий ряд, это получается третий ряд, провязываем так, как вязали первый. 6 лицевых, средних 18 провязываем изнаночными, опять 6 лицевых и сзади все провязываем лицевыми. Первые 6 вяжем лицевыми, средние 18 изнаночными и оставшиеся все петли опять вяжем лицевыми. Со следующего ряда будем делать разъем посередине. Я что забыла вам предложить? Еще один вариант, как дальше можно было вязать. Так, в общем, сейчас вяжем точно так же, как вязали первый ряд, и перейдем к разъему. Смотрите, как можно было еще сделать. Я вот сейчас сделаю разъем, по краям буду вязать платочной вязкой, все лицевыми и изнаночными. И в конце перед пяткой провяжу несколько рядов тоже платочной вязкой, лицевыми и изнаночными, и перейду к пятке. Вот эту вот модель я вязала сразу, вот перешла по изнаночной стороне на лицевые петли, вязала все лицевыми, получилось платочно. Полностью все провязала вот так вот. Поэтому так проще, конечно, было бы вязать, особенно тем, кто первый раз. Так что вот такой вот еще вариант, что все можно вязать либо изнаночными, либо лицевыми. Но я вяжу сейчас вот этот вот вариант. Так что смотрите, как хотите. Можете так провязать, можете вот как я сейчас вяжу. Так, продолжаем. Перешли на лицевую сторону. Что у меня здесь впереди получилось? 2 вот таких вот дорожки, 2 зубчика. Сейчас буду делать разъем. Значит, 11 петель провяжу. И здесь будет 11 петель. Средние 8 петель я закрою. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь 8 петель закрываю. Первую провязала и по 2 вместе закрываю. Лицевой петлю я закрываю. Закрываем, пока здесь не останется 11 петель. Так, закрыла средние петли, осталось 11 петель. Далее все петли провязываю лицевыми. Возвращаюсь в начало ряда.
Все вяжем лицевыми. Пришли в начало ряда. Теперь здесь у меня 11 петель. 6 петель я провяжу лицевыми. Здесь у меня что получается? 5 петель я провяжу изнаночными. Один, два, три, 4, 5. 6. На протяжении всего вязания вот эти вот крайние петли, 5 петель, вот они у меня 5 петель, я буду вязать их платочной вязкой. Один, два, три, 4. Так, последняя петелька. Сейчас я вот здесь подхвачу, чтобы не было дырочки, провяжу. Вот одну подхватила, провяжу их 2 вместе. Так, развернулись на изнаночную сторону. Первую снимаю кромочную. Так, следующие 4 петли у нас изнаночные. По этой стороне получаются изнаночные. 1, 2, 3, 4. Вместе с кромочной 5. Далее вяжу полотно по изнаночной стороне, все изнаночными. Довязываем сейчас все изнаночными до последней. Довязываем 5 петель здесь. Вяжу изнаночными. И последние 5 петель вместе с кромочной я их провяжу платочной вязкой. Пришла в конец ряда, осталось у меня 5 петель. Они у меня как изнаночные здесь. Провязываю их лицевыми. Платочная вязка, чтобы у нас была 2, 3, 4 и 5 это у меня кромочная, я ее провяжу изнаночной. Перешли на лицевую сторону. Опять первые кромочная, 4 петли лицевыми. Первую снимаю. 1, 2, 3, 4. Все, провязала. Оставшиеся все петли вот до следующего края провязываю все лицевыми. А здесь у нас что получается? Здесь у нас с этой стороны будут идти изнаночные. Ну, вот так вот получилось. Так, вяжем все лицевыми и с той стороны провязываем изнаночными. Пришли в начало ряда опять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А я петли перебросила. 5 петель у нас осталось. Провязываем их платочной вязкой. Здесь они идут как изнаночные. Провязала. Я петли перевела на 3 спицы. Сейчас считаю, думаю, что у меня 11 петель не получается. Так, провязываю изнаночными и кромочную тоже изнаночной. Провязали. Опять переходим на изнаночную сторону. Первая кромочная, следующие 4 петли изнаночными. Остальные все вяжем по узору изнаночными. Дошли до последних 5 петель. Здесь что они у нас получаются? Лицевые. Провязываем лицевыми. Перешли на лицевую сторону. Опять первые кромочная, 4 лицевых. Опять все вяжем лицевыми. И так дальше. Ряд за рядом. Сняли. Первая кромочная, одна изнаночная, вторая изнаночная, третья изнаночная. Ой. И четвертая изнаночная. Ну, тут они все сейчас вот изнаночные, но я, чтобы было более понятно. Так, все полотно далее вяжем по узору. Может, вы будете все вязать платочной вязкой, поэтому тогда все ряды будут у вас или лицевые, или изнаночные. Так, довязываем до конца ряда и крайние 5 петель вяжем платочной вязкой. Значит, сейчас все, дальше объяснять больше нечего. Что я сейчас сделаю? Дальше давайте посчитаем. Это у нас первые 2 зубчика были мысок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 зубчиков. И я перешла вот полностью на платочку. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Да, 19, в общем. 19 по зубчикам, по дорожкам, если посчитать, 19 получается у меня вот этих вот дорожек всего. Провяжу до пятки расстояния. У вас может быть немножко больше или немножко меньше. И перейду, потом буду заканчивать пятку. Значит, сейчас свяжем расстояние до пятой. И встречаемся. Так, провязала я до пятой, дошла. Значит, у меня на спицах всего полотно 50 петель. На пятку я возьму средние 12 петель. Эту сторону можно провязать. Я просто ниточку перебрасывала через петельки, протянула сюда нить. Теперь средние 12 петель. Точно так же буду продолжать платочной вязкой лицевыми петлями вязать пятку до конца. Значит, боковые петельки сейчас я буду соединять лицевой петлей. Вот такая вот косичка у меня будет. Можно соединять изнаночной петлей, тогда вот такая вот получится пятка, если соединять изнаночной. Я в этот раз решила лицевой. Так, провязываю 12 петель и последнюю 12-ю петельку соединяю с петелькой с боковой спицы, 2 вместе провяжу лицевой. По изнаночной стороне последнюю петельку и петельку с боковой спицы 2 вместе буду провязывать изнаночные. Так, провязываем последняя петля, соединяю, 2 вместе провязали, развернулись, перешли на изнаночную сторону, первую снимаю, остальные провязываю все лицевыми и последнюю петельку соединяем. Так, последняя. Соединила. Лицевой. Ой, изнаночной. По привычке уже изнаночной провязала. Все, перешли на лицевую сторону. Первую снимаю. И опять все вяжу лицевыми. Последнюю петельку соединяю лицевой. По лицевой стороне лицевой, по изнаночной стороне изнаночной провязываю. Значит, так провяжу все петли до конца, чтобы пятка не была сильно высокой. Я один, можно 2 раза, не по одной петельке, а по 2 провяжу вместе. Да, опять же, по желанию, смотрите, не 2 вместе провяжу, а 3 получается вместе провяжу. 3 вместе соединю, чтобы не была сильно высокая пятка. И точно так же сделаю здесь в конце. Так, сняла, все вяжу лицевыми. Так, последняя петелька. Один раз я провяжу 3 петли вместе. Всё, опять развернулись, продолжаем вязать. Я вяжу все лицевыми и соединяем. Соединим все петли до конца. Я к вам вернусь и сделаем обвязку слитка нашего. Так, время 6 часов. Начала я вязать в 11 часов утра, снимать видео. Хочу вам сказать, сколько ушло времени вот на следок. Я его сейчас через 15 минут закончу. С перерывами на обед, на чай, кофе, на разговоры телефонные. Вот, пожалуйста, за несколько часов я его связала не спеша. Так что еще и видео снимала, еще и просматривала отснятые ролики, кадры. Так, вяжем, заканчиваем пятку сейчас. Заканчиваю вязать пятку, остался мне один ряд. Значит, в последнем ряду сейчас что я сделаю? Первую провязала, по 2 петельки убавлю. 2 петельки провязала вместе в начале и в конце ряда, чтобы у нас вот этот вот проем поверху потом не был сильно широким. Так, и вот в конце 2 петли провязала вместе. Так,
Что у меня здесь осталась одна петелька, здесь осталось 2. Так, последние 2 закрываю. Изнаночной закрыли. Все, перешли, закрываю петли теперь. Вот 2 вместе провязываю. Так, и последнее осталось 2 петельки. Все вместе провязала. Все, закончили. Такая пятка у нас получилась. Теперь можно вообще, конечно, и так оставить, но чтобы это сильно дело не растягивалось, поэтому я предлагаю вот так вот красиво закончить верх. Или же вот 3 ряда я обвязала. Можно просто сделать крючком, обвязать 1 раз, пройтись. Кто не дружит с крючком, вот такой вот еще сейчас способ. На 4 спицы наберу петельки, провяжу в этой модели провяжу 1 ряд изнаночными и закрою изнаночными закрою верх. А вот в этой модели я провязывала 1 изнаночный, 1 лицевой, 1 изнаночный, 3 ряда и потом закрыла петли. Значит, сейчас, ну, здесь немножечко повыше получился у меня следок, а этот немножко мельче фиолетовый. Так, последняя петелька на спице. Теперь набираю петли. Как набираю петли в этот раз? Вот у нас проходит 2 дужки, смотрите, 2. Не за первую, а за заднюю. Подхватила ниточку, набрала. Можно это дело все делать спицей, кому как удобно. За заднюю петельку передняя дужка у нас остается. По одной наберу. У меня получится 60 петель. Спицы такие же, номер 2,5. Так, набираем петли по всему верху. Вот за каждую заднюю. Не за первую, а за вторую. Точно так же здесь впереди вот она косичка проходит. И за заднюю дужку. Так, наберем петли и 1 ряд провяжем изнаночными. Провязали 1 ряд изнаночными петлями и сразу закрываю. Я уже здесь половину закрыла. Закрываю все изнаночными. Набрала петли, 1 ряд провязала изнаночными и следующий ряд изнаночными закрываю. По 2 петли вместе провязываю изнаночной. Вот такая вот обвязка у меня в этот раз. Сильно не затягивайте, но и сильно не растягивайте. По 2, вот так вот. Аккуратно получается и сидит хорошо. В общем, мне такой способ понравился. Сама придумала. Так, 2 петельки провязали изнаночной, все. Закроем до конца, спрячем хвостики. И на этом сегодня все. Еще раз 2 вместе закрыли. Все. Заканчиваем закрытие петель. Вот так вот получается. Все. Всем пока-пока. Всем спасибо за просмотры. До новых встреч. Всем мира и добра. Пока.